ребята, всех приветствую на моем канале. Ну что ж, сегодня мне хотелось бы вам рассказать еще об одной тренировке с гирями. Это комплексная тренировка на все тело, которая позволит вам проработать все группы мышц, начиная от ног и заканчивая плечевым поясом. Эта тренировка состоит из нескольких серий упражнений. Каждая серия упражнений состоит из таких упражнений, как махи гирей вместе с приседаниями, рывок гири, приседание с гирей и жим гири руками. В зависимости от того, какие у вас физические возможности и ваше самочувствие, вы можете использовать от одной до нескольких серий в вашем тренировочном подходе. Кроме того, можно использовать легкую гирю, и тогда эта тренировка будет наподобие аэробной, либо тяжелую гирю, вот, например, 32 килограмма, и это уже будет довольно тяжелая силовая тренировка. Ближе уже к такой кроссфитерской тренировке, где вы уже будете испытывать высокие нагрузки. Ну что ж, перейдем теперь к упражнениям, которые входят в серию. Как всегда, необходимо нам размяться перед любыми тренировками, перед любыми упражнениями, и для этого я использую самую маленькую, которая у меня есть гиря. Это гиря 16 килограмм, здесь она в пластиковом корпусе. И самое первое, с чего мы начинаем, это небольшие махи со сменой рук. То есть начинаем делать небольшие махи и меняем руку. По мере того, как вы разогрелись, разогрели свои связки, подготовили сердечно-сосудистую систему, увеличиваем интенсивность махов и не забываем дышать. Итак, эти махи я использую вне серии для того, чтобы разогреться. Для дополнительного разогрева используем следующее упражнение. Это вращение гири вокруг себя. Тут уже работают мышцы кора, мы их тоже прогреваем в одну сторону и в другую. Чувствуем, что наше дыхание учащается, интенсивность сердцебиения возрастает, и мы прогреваем себя для того, чтобы перейти к основной тренировке. Можно усложнить, заставить корпус и мышцы кора работать активнее. Для этого мы отталкиваем гирю, и переходим к первому упражнению с гирей. Как раз оно самое простое в серии. Это махи, высокие махи с гирей. Как оно выполняется? Беремся за гирю двумя руками и держим спину прямо и начинаем совершать махи гири. Сильно заводить за голову руки не нужно, чтобы не травмировать плечевые суставы. Все упражнения нужно делать по самочувствию и внимательно относиться к своему организму, суставам, связкам, к самочувствию, для того, чтобы именно приобрести здоровье, а не навредить ему. В зависимости от ваших кондиций и задач вы выбираете то количество махов, которое вам требуется. Не забываем следить за пульсом и за самочувствием. Итак, друзья,
Это было первое упражнение из серии. После того, как вы отдышались, восстановили дыхание и чувствуете силы, то мы начинаем переходить ко второму упражнению из серии. Это махи-гири с приседаниями. Как оно выполняется? Опять же берем гирю, спину стараемся держать прямо, гирю поднимаем на уровень глаз и одновременно начинаем приседание. Итак, гиря заводится на уровень глаз, и в этот момент совершаем не очень глубокое приседание. Здесь уже работают больше ноги и поясница. Опять же, в зависимости от вашего состояния, самочувствия и задач на тренировке, выполняйте требуемое количество раз в этом упражнении. И не забывайте дышать. Я обязательно между упражнениями беру отдых, слежу за своим пульсом, в зависимости от того, какие задачи стоят на тренировку. Вы выбираете требуемую пульсовую зону, чтобы получить максимальный эффект от тренировки. После незначительного отдыха перейдем к третьему упражнению из серии. Следующее упражнение в комплексе – это рывок гири. Если у вас гиря достаточно легкая, то это больше аэробное упражнение. Если гиря тяжелая, то это уже больше такая кроссфитерская и даже силовая тренировка получается. В моем случае в первой серии я всегда использую легкую гирю 16 кг, а уже работу с тяжелой гирей использую только в более разогретом состоянии, начиная со второй, третьей серии. Обычно моя тренировка состоит из 2, 3, иногда 4 серий, в зависимости от того, какая задача на тренировку стоит. Итак, рывки гири. Для рывка мы используем замах и силой инерции выводим гирю в верхнее положение. И в зависимости от того, насколько тяжелая гиря, мы либо одной рукой отрабатываем требуемое количество раз и без отдыха переходим на вторую гирю, либо отрабатываем одной рукой, делаем требуемый перерыв для отдыха и только после этого отрабатываем второй рукой. Здесь уже включаются руки, но в любом случае основная работа совершается за счет мышц ног и спины. Очень хорошо нагружается запястье, потому что испытывает рывковую динамическую нагрузку в виде летящей гири. И не забываем про дыхание. Опять же, любые упражнения, особенно если вы неподготовленный атлет, необходимо выполнять, ориентируясь на свое самочувствие. Итак, это было третье упражнение из серии рывок гири. Хочу обратить ваше внимание, что это комплексная тренировка, которая включает в себя нагрузку на все группы мышц. И следующим упражнением в этой серии это приседание с гирей. Ну, так как 16 кг в моем случае не очень, даже для разогрева достаточная нагрузка, поэтому я использую гирю 32 килограмма. Я ее недавно отреставрировал, теперь она красивая,
зачищенная. Что я с ней делаю? Я с ней делаю приседания. Обычно я беру и кладу на спину. И начинаем уже приседание вместе с гирей на плечах. Не забываем дышать. Регулируем скорость и амплитуду приседаний в зависимости от задач на тренировку. То ли это силовая, то ли это кардиотренировка. И выбираем, требуем для вас темп и амплитуду приседаний. Завершили, сбрасываем гирю. Если же вам веса одной гири недостаточно, то можно выполнять приседания на одной ноге. Для приседания на одной ноге я использую обычно 2 гири или 3, в зависимости от того, насколько сильно нужно загрузить мышцы ног. И использую опору, стул, пенек или что есть в этом роде. И начинаю приседать на одной ноге. И также, соответственно, на другую ногу. Если вы взяли очень много большого веса, то между приседаниями на каждой ноге я иногда использую отдых, потому чтобы восстановить дыхание и набраться сил для более эффективной работы с другой ногой. Приседаем плавно, не делаем рывковых движений и стараемся контролировать положение тела. Вот с ногами мы завершили. И остается последнее упражнение в комплексе, которое я использую. Это жим гири одной рукой. Здесь мы развиваем работу трапециевидной мышцы, дельтовидной, трицепс. И упражнение выглядит следующим образом. Стараемся работать рукой. Конечно же, если снаряд тяжелый, то уже включаем мышцы корпуса или используем швунг, то есть толчок при помощи ног. Если сильно устали, то берете отдых. Если нет, то после выполнения определенного вами на упражнение количества повторений переходите на другую руку. И не забывайте про дыхание. Вот при работе с тяжелой гирей уже приходится включать корпус. Швунг.
Друзья, надеюсь, вам это видео понравилось. И что-то из этого видео вы возьмете для работы в своих тренировках. Этот комплекс, в зависимости от того, с какими весами вы работаете, можно выполнять несколько раз в неделю, а возможно и даже один раз в неделю. Потому что в зависимости от того, как интенсивно вы поработаете, вам необходимо будет время на восстановление. Что ж, друзья, всем успехов в оздоровлении, пока-пока и до встречи на моем канале.